посмотрели примеры производных высших порядков для наиболее важных элементарных функций. Возникает вопрос, если у нас есть некая функция, комбинация функций, вот как вычислять производные высших порядков. Если у нас сумма функций, то проблем нет никаких. Потому что производная сумма — это есть сумма производных. И если мы эту сумму еще раз продифференцируем, то надо будет просто продифференцировать еще раз каждое слагаемое. И все. Иными словами, я тут могу сразу нарисовать n-тую производную. И эта n-тая производная просто перейдет на каждое слагаемое. А вот с произведением такой фокус не пройдет, к сожалению. Потому что если у нас будет произведение, то даже первая производная уже превратится в линейную комбинацию, точнее даже не линейную комбинацию, а комбинацию таких произведений. И если мы теперь захотим найти вторую, то нам придется уже дифференцировать вот это выражение, то есть дифференцировать уже сумму двух произведений и так далее. Отсюда, кстати, вытекает такая рекомендация. Если вы можете функцию, которую хотите продифференцировать n раз, и которая содержит произведение, преобразовать так, чтобы вместо произведения оказалась сумма, то надо это обязательно сделать, потому что это все резко упростит. Вот, скажем, произведение там, синуса с каким-то аргументом на косинус с каким-то аргументом. И вам надо это продифференцировать n раз. Надо вспомнить, что есть формулы, которые позволяют преобразовать произведения тригонометрических функций в сумму. Мы чаще используем обратные формулы, когда сумма преобразуется в произведение. Но вот тут надо как раз наоборот. И вот если мы произведение преобразуем в сумму, то тогда продифференцировать будет гораздо легче, но потом при желании можете опять перейти к произведению, если так требуется. Если же преобразовать нельзя, то на помощь приходит формула, называемая формула Лейбница. Формула Лейбница — нахождение n-той производной произведения. Формула Лейбница — нахождение n-той производной произведения. В эту формулу входит число сочетаний из n по k. Значит, давайте вспомним, что это такое. Есть у нас набор из n элементов, множество из n элементов, все элементы разные. И вот возникает вопрос, сколько мы можем получить различных комбинаций. Ну, это все было, да, наверное? Что я это рассказываю еще раз. Сколько мы можем получить. Так было или нет? Ну, было или нет? Сколько можно получить различных комбинаций по k элементам? Причем порядок не важен. Порядок не важен. Просто получить множество из k элементов. Значит, k, естественно, меньше или равно n, но может быть равно и нулю. Разрешается, да? Ну и вот вы доказали, что такое число определяется вот по такой формуле. Если считать, что 0 факториал — это единица. 0 факториал — это единица. c из n по k. c из n по k. Это замечательная такая формула. У этого набора имеется много замечательных свойств. Если зафиксировать n, у нас различных k будет n плюс 1 штука. Вот. Сумма всех этих c
из n по k, если перебирать все разные k, чему равняется? 2 в степени n. Еще какие вы свойства знаете? Ну, если по четным практически нечетным суммам. Одинаковое будет количество, да? Симметричные они. c из n по k равняется c из n по n минус k. Тоже известное соотношение. Хорошо. Это все соотношения полезные. Очень легко их построить, кстати, да? 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4. Рекуррентно они легко пересчитываются. Мы просто берем и вот такую пирамидку строим. Треугольник поставим, так называемый. И вот сразу получаем коэффициенты. Ну, получаем значение c из n по k. Вот, очень быстро. Есть еще одно соотношение, вот именно оно нам потребуется при доказательстве формулы Лейбница. c из n по k плюс c из n по k минус 1 равняется c из n плюс 1 по k. Такое соотношение вам доказывалось? Ну да. Каким способом? Ой. Ухами? Понятно. Ну что ж, это хорошо. Значит, я вначале докажу таким примитивным способом без мух, используя формулу, а потом мы про мух поговорим. Ну, только, опять же, видимо, мух я не буду использовать. Так, значит, c из n по k. Это есть вот это, да? Плюс c из n по k минус 1. Значит, n, как было, так и останется. k минус 1 факториал. А здесь будет n минус k плюс 1. Ну, потому что, когда мы вычтем k минус 1 и раскроем скобки, то минус превратится в плюс. Приведем к общему знаменателю. Вот здесь на 1 совмножитель больше, чем здесь. Значит, надо эту дробь умножить на k. А тут наоборот. Этот сомножитель на 1 больше, чем это. Значит, эту дробь надо умножить на n минус k плюс 1. Получаем внизу k факториал на n минус k плюс 1 факториал. Здесь у нас n факториал и там я могу вынести его за скобки. А в скобках остается n минус k плюс 1 плюс k. Вот это пришло от первого слагаемого, это пришло от второго. Знаменатель мне уже преобразовывать практически не нужно, я только одну вещь сделаю. Я для большей наглядности поменяю местами плюс 1 и минус k. И даже n плюс 1 напишу в скобочках для красоты. Вот так. Ну а здесь, видите, k пропадает. И получается n факториал умножить на n плюс 1. То есть n плюс 1 факториал. И если мы сравним это с определением числа сочетаний, то мы увидим, что это в точности то, что требуется. c из n плюс 1 по k. Такой вот лобовой способ. Ну и второй способ тоже очень хороший и не требующий никаких вычислений. Да? Тут уже надо просто воспользоваться тем, что c из n по k означает действительно число сочетаний. То есть сколько имеется различных подмножеств из k элементов, если у нас всего элементов n. Вот здесь я начну как раз с правой части.
c из n плюс 1 по k. Вот такое у нас. У нас n плюс 1 элемент. И вот мы выбираем всевозможное количество по k элементов. K, 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 K. Идея доказательства состоит в том, что мы из этого множества, из n плюс 1 элемента, выбираем один особый. Вот какой-нибудь там звездочкой его обозначим. Есть n элементов обычных и еще один особый. Там 1, 2 и так далее, n и еще один особый. Что можно сказать об этих подмножествах? Они или содержат особый элемент, или не содержат. Да? И вот давайте мы, вот тут, скажем, есть звездочка, и тут есть, а здесь, например, нет. И вот давайте мы все эти построенные нами множества разобьем на две части. Одна часть – это те k-элементов, те k-элементные множества, которые не содержат звездочки, а вторая часть – те k-элементные множества, которые звездочку содержат. Так? И вот давайте, значит, вот это количество равно c из n плюс 1 по k. Так? А вот это чему равно? Вот это чему равно? Смотрите. Здесь у нас всевозможные k-элементные множества, не содержащие звездочки. То есть всевозможные k-элементные множества, выбранные из n элементов исходного множества. Я же здесь никогда не использую звездочку. Самые разные k-элементные подмножества. Их ровно столько, сколько имеется k-элементных подмножеств из n-элементного множества. Можно просто забыть, что у нас есть еще такой особый элемент звездочки. c из n по k. А вот здесь что? А здесь, видите, везде имеется звездочка. Так? Всего у нас k-элементное множество, есть эта самая звездочка, но мы же можем ее просто убрать, и тогда у нас, видите, получится, что в каждом из этих множеств по k минус 1 элементу, и по-прежнему мы выбираем эти элементы из n-элементного множества. То есть выбросили эту звездочку и опять о ней забыли. Да? Берем только все остальные элементы. И вот сколько же способов имеется выбрать k-1 элемент из n? c из n по k-1. А все это вместе должно давать c из n плюс 1 по k. Вот мы доказали вторым способом. Выбрав некий особый элемент и разбив все множество на две части. Все множество множества, да? На две части. Одна часть из тех множеств, которые содержат этот особый элемент. На самом деле это вторая часть. А первая, которая не содержит. Та, которая не содержит, в ней множество c из n по k, а та, которая содержит, очень легко получить, что это c из n по k. Ну, почему я не слышу вопроса, а на экзамене как доказывать? Первый способ. Первый способ. Вы готовы исписать формулами 2 страницы, лишь бы рассуждения не проводить, да, всякие такие хитрые. Ну, конечно, на экзамене можете как угодно доказать. Можете и 2 способами доказать. Хуже не будет, только лучше будет. Все равно вам придется это учить, да? Для 2 экзаменов. Ну так, вы можете 2 способа для 2 экзаменов выучить. 2 варианта доказательств. Так, ну раз вам формула нравится, сейчас вам будет формула. Сейчас вам будет столько формул, что
Итак, формула Лейбница. Это были предварительные построения, необходимые на самом деле для доказательства формулы Лейбница. Ну а сейчас, значит, формулировка и потом будет доказательство. Так, ну здесь традиционно используются функции u и v. Давайте я не буду от этой традиции отходить. Значит, функции u и v определены на каком-то множестве общем, дифференцируемой до порядка n. До порядка n. Имеют все производные вплоть до n-й производной. Нас интересует, как посчитать n-ую производную произведения. К от нуля до n, c из n пока u катая производная в n минус катая производная. Очень похоже, кстати, на формулу бинома Ньютона. По-моему, вы на практике эту формулу немножко проходили. Мы ее очень скоро выведем совершенно, так сказать, бесплатно из одного рассуждения. Хотя ее тоже можно доказать по индукции, какие эту формулу абсолютно так же. Так сказать, поделили Лейбниц и Ньютон вот честь открытия таких формул. Они, собственно, оба считаются изобретателями дифференциального исчисления. Там даже был спор, а кто же первый все-таки его изобрел. Ругались очень долго друг с другом. И значит, основная формула интегрального исчисления называется формула Ньютона-Лейбница. Ну и вот тут тоже формула бинома Ньютона. А вот Лейбницу, чтобы не обидно было, решили такую формулу приписать, хотя понятно, что это практически одно и то же, и, наверное, все-таки это не так. Ну ладно. Вот, значит, такая формула. Берутся всевозможные произведения производных, обладающие тем свойством, что сумма показателей производных всегда равняется n. В каждом слагаемом, видите, если мы просуммируем вот это число это, у нас будет n. K пропадет. Таких комбинаций имеется n плюс 1 штука. И еще, видите, проблема в том, что не просто берутся эти комбинации, а вот именно с такими коэффициентами, биномиальными коэффициентами. Вот. Доказывается, естественно, по индукции. Самый разумный способ. Первый шаг индукции. Когда n равняется единичке. Это можно явно проверить, что будет правильно. Что эта формула будет правильной. Ну, смотрим. С одной стороны, мы знаем, что это есть u' на v плюс u v'. А с другой стороны, по формуле, что это будет? n равняется единице, значит будет 2 слагаемых. Когда k равняется нулю, получаем c из 1 по нулю u нулевая производная v первая производная плюс c из 1 по 1 u первая производная v нулевая производная. Но c из 1 по нулю, да, сколькими способами можно выбрать 0 элементов? Из любого множества это один единственный способ. Так что это единица. И c из 1 по единице. Сколькими способами можно выбрать все элементы из имеющихся? Тоже только одним способом. Да? Так что вот это единички. Ну и получаем uv' плюс u''v. Единственное, что я тут немножко не так написал, это не в том порядке штрихи поставил. Ну понятно, что это все равно. Значит, вот для n равного единице формула справедлива. Осталось доказать индуктивный переход. Ну я там другие буквы использовать не буду. Давайте мы индуктивный переход оформим так.
вот эта формула справедлива для n. Для какого-то n. Докажем ее для n плюс 1. Для n плюс 1. Ну, то есть, что выполняется, я уже написал. И могу это еще раз не переписывать. Но только тут уже я предполагаю, что это не для произвольного n справедливо, а вот для какого-то конкретного n. Зафиксированный этот n. Не хочу букву писать еще. И хочу вот теперь доказать, что эта формула будет справедлива для n плюс 1. Я эту формулу тоже не хочу вот сейчас отдельно выписывать. В общем-то, легко сообразить, как она получится из этой формулы. Тут будет n плюс 1. Да? Значит, тут будет n плюс 1. Понятно, тут будет n плюс 1. Тут вообще ничего не изменится. А здесь тоже появится n плюс 1. Вот если мы эту формулу аккуратно докажем, пользуясь тем, что мы знаем, что эта формула справедлива, значит мы по индукции докажем эту формулу для любого натурального n. Да, ну тут, где мне начать? Давайте, может, я тут начну, сверху, а то вы будете подпрыгивать. Значит, вот что я хочу посчитать. По определению, что такое n плюс первая производная, это есть n-я производная, которую мы продифференцировали еще один раз. И вот индуктивным предположением я пользуюсь как раз здесь. Что такое УВ n-я производная, я считаю известным. Вот это, да? Значит, я могу заменить. Значит, по индуктивному предположению, это есть сумма k от 0 до n, c из n по k, у k в n минус k, и все это штрих. Все это штрих. Теперь мне осталось преобразовать это выражение, чтобы получить правую часть для формулы с n плюс 1. Ну, здесь все не так страшно. Во-первых, производная сумма есть сумма производных. Я даже не буду это специально выписывать. Ну, то есть я могу разве что пока не расписывать в виде двух сумм, пусть будет пока одна. Ну вот, при дифференцировании линейной комбинации мы можем за знак производной вынести как сумму, так и постоянный множитель. Остается продифференцировать произведение. Ну, произведение мы знаем, как дифференцируется. Вот, давайте я здесь вначале в первом слагаемом продифференцирую v, а во втором слагаемом продифференцирую u. Вы заметили, что как раз при выполнении первого шага доказательства у нас там по формуле оказалась как раз таки первая производная около v, да? Первым слагаемым. То есть это будет удобнее. Значит, у k v n минус k плюс 1 плюс у k плюс 1 в n минус k. Вот так. Ну, теперь я как раз вот перейду на эту часть доски и распишу это в виде уже двух сумм. Первая сумма k от 0 до n, c из n по k, у k-то, конечно, тоскливо все это переписывать, но давайте все-таки это сделаем. То же самое c из n по k, у k плюс 1 в n минус k.
Теперь следующий шаг. На самом деле, если внимательно проанализировать эти две суммы, то можно заметить, что почти все слагаемые в одной сумме входят и в другую сумму. То есть все комбинации производных, почти все, входят. За исключением одного слагаемого в этой сумме и в этой сумме. За исключением крайних слагаемых. Вот здесь как раз таким особым слагаемым является первое. Для k равного нулю. Вот давайте мы это особое слагаемое выделим. Да. Значит, c из n по нулю. Тогда будет u нулевая производная на v n плюс первая производная. Вот видите, здесь нет v n плюс первой производной. Так что здесь такого слагаемого быть не может. Здесь максимальная производная v, это n. А вот тут есть такое слагаемое. Хорошо. Что у нас остается? Остается сумма k от единицы до n, c из n по k, u k, v, n минус k плюс 1. Пока, значит, это оставим. Здесь. А здесь то же самое. Тут вот есть особое слагаемое, которого тут нет. Это u n плюс первая производная. Тут нет u n плюс первая производная. Вот. Давайте я его приберегу под конец. Вначале запишу, значит, каким по счету это слагаемое должно быть. Последним. Значит, я должен взять k от 0 до n минус 1. Переписать это. И отдельно записать случай c из n по n, u n плюс 1, v 0. Ну, причем, естественно, этот коэффициент равняется единице, как мы уже это выяснили. И этот коэффициент равняется единице. И вот теперь последняя идея, которая в этом доказательстве используется, то, что фактически эти две суммы можно объединить в одну. Потому что у них все слагаемые имеют одинаковые производные. То есть каждая слагаемая этой суммы имеет соответствующее слагаемое этой суммы с той же комбинацией производных. Только будет немножко другой коэффициент. Как это сделать более наглядным? Да? Как это сделать более наглядным? Ну вот, давайте мы k плюс 1 временно обозначим буквой m. В этой сумме. Сделаем замену. Конечно, какой-то смысл. Сделаем замену параметра суммирования. Ну, вы можете переписать, мне переписывать неохота, я прямо здесь это исправлю. Значит, давайте смотреть. Если k меняется от 0 до n минус 1, то как будет меняться m? Подставляем k равное 0, что получаем? Единицу. Значит, m будет меняться от единицы. А когда у нас k равняется n минус 1, да еще плюс 1, до n. Дальше. Ну, здесь m. Если здесь стоит просто k, то по этой формуле k равняется m минус 1. Значит, тут я должен написать m минус 1. Здесь все приятнее, да? K плюс 1 в точности равняется m. Ну и здесь n минус k. Вот у нас что такое k.
Если я вместо k поставлю минус 1, то будет n минус m плюс 1. Ну, плюс за счет того, что я должен раскрыть скобки, а перед скобкой стоит знак минус. Вот. Вот что я сделал. Посмотрите. С точностью до обозначений у нас теперь производные имеют одинаковые порядки. Ну и естественно, мне очень это удобно сделать. А давайте теперь я опять вместо m использую k. Да? Какая разница, какую букву использовать в качестве параметра суммирования? Вернусь к параметру k. Здесь k, здесь k, здесь k и здесь k. Ну а вы можете еще раз переписать, если охота. А можете не переписывать, а просто сказать, что вот видно, что у вас одинаковые производные возникают. Ну и теперь, значит, k меняется одинаково, u и v у нас одинаковые, отличаются только перед ними коэффициенты. Ну, переписываю. Теперь придется переписать. Значит, u нулевая производная, v n плюс 1 плюс общая сумма k от единицы до n c из n по k плюс c из n по k минус 1 u k v n минус k плюс 1 и еще плюс u n плюс 1 производная на v нулевая. А эта сумма мы только что доказали. c из n плюс 1 по k. Но ведь я и тут могу написать, смотрите, что это c из n плюс 1 по нулю. И тут могу написать, что это c из n плюс 1 по n плюс 1. Это же единички у нас, так? И мы видим, что эти два слагаемых прекрасно можно включить в эту общую сумму. И если для этого слагаемого считать k равным нулю, смотрите, u k производная, то есть нулевая производная, v n плюс 1 производная, если k равняется нулю, на c n плюс 1 по нулю. А это слагаемое можно включить в нашу сумму под индексом n плюс 1. Вот, пожалуйста, если k равняется n плюс 1, u k производная, значит, n плюс 1 производная, v, если это n плюс 1, так, вот тут ерунду написал, да? Или не ерунду все-таки? Нет, все правильно. У нас k равняется n плюс 1. Если k равняется n плюс 1, тогда будет n плюс 1 минус n плюс 1 будет действительно 0. Ну и тут тоже будет c из n плюс 1 по n плюс 1. Так что это просто будет сумма. Вот это c из n плюс 1 по k u k v n минус k плюс 1. Только k теперь будет меняться от нуля и до n плюс 1. Ну и теперь, если мы сравним это с той формулой, которую мы хотим доказать, мы увидим, что это в точности формула, если n заменить на n плюс 1. Вот так вот. Так что по принципу математической индукции мы можем считать, что наша формула справедлива для любого натурального радиуса. Кто хочет, может таким же способом доказать формулу бинома Ньютона. Заодно потренируйтесь и вспомните ее.
Ну, как раз одной доски хватило, да, для индуктивного перехода. Вопрос. С одной стороны, хорошо, конечно. Никаких слов писать не надо. Но это вам кажется, что никаких слов писать не надо, да? Потому что если вы просто эти формулы запишете, даже без описок, в чем я сильно сомневаюсь, надо еще все-таки пояснять, что вы делали. Так что вы делаете какие-то заметки. Вот особенно вот, имеет смысл после знака равенства писать, вот, что мы делаем, а потом уже писать, что мы получим дальше. Да. А можно таким образом дробь расписать? Какой дробь? Ну, то есть, функцию делить на функцию, дальше производную. Ну, а можно таким образом расписать формулу дифференцирования дроби? Там же внизу пакость получается. Ну, к сожалению. К сожалению. То есть, понимаете, если просто сказать, что второй сомножитель это единичка, деленная на v, да, и получить произведение, то, конечно, можно. Но просто у вас тогда в этой формуле будет возникать не v, указанная производная, а единичка на v, указанная производная. Правильно? Ну просто, это уже суперпозиция, правильно? То есть, если потом вы захотите эту производную для единички на v найти, вам тоже придется много мучиться, потому что производные высших порядков для суперпозиции это тоже весьма-весьма неприятная вещь. И тут уже ничего не поделаешь, да? Уже первая производная суперпозиции имеет два сомножителя. А потом будет еще хуже. Так, ну, еще вопросы? Хорошо, значит, на этом мы высшие порядки производных пока закончили рассматривать. И теперь следующий раздел, который можно назвать так. Основные теоремы дифференциального исчисления. Основные теоремы дифференциального исчисления. Скажете, а что мы раньше доказывали, да? Ну да. Просто раньше мы в основном рассматривали дифференцируемость функции в точке. А вот теперь мы будем изучать свойства функций, которые дифференцируемы на промежутке. Как правило, на интервале. Значит, первый пункт называется теорема Ферма. Другая тема. Не та, которую недавно доказали, и которая, кроме того, что ее давно, ее долго не могли доказать, никакой особой ценности не имеет. А очень полезная теорема, которую доказать легко, и вот, которая позволяет потом вывести еще более полезные теоремы, связанные с дифференциальным исчислением. Но перед тем, как мы ее сформулируем, мы кое-какие понятия введем. Значит, теорема Ферма имеет отношение к локальным экстремумам функции. Понятие локального экстремума можно ввести независимо от понятия дифференцируемости. Да? Вот есть функция, действующая из Евы. Сейчас будет несколько определений. Говорят, что точка x0 из Е, естественно, является точкой локального минимума функции f. Локального минимума функции f. Ну, как вы думаете? Что я дальше должен сказать? Локальный минимум. То в некоторой окрестности этой точки все значения функции в точках этой окрестности, ну, входящих в область определения функции, больше, ну или равны на самом деле, да? Главное, чтобы не меньше. Существует такая окрестность точки x0,
что для любых x, принадлежащих у x0 пересеченной с e, f от x больше или равно f от x0. Вот это точка локального минимума. А если максимума? Тут прямо хочется одновременно дать определение, да? Тогда просто здесь надо будет написать меньше или равно. Вот первая пара определений. Понятие строгого, давайте так, ну, пока мы до строгого еще не дошли, само значение функции в точке x0 называется локальным минимумом. Ну или, соответственно, максимумом функции. Значит, x0 это точка локального минимума, а само значение это, естественно, сам локальный минимум. Сам локальный минимум. Второе определение. T точка строгого локального минимума или максимума. Вот как нам модифицировать это определение, чтобы оно стало определением строгого локального минимума? Стереть там равно возможность. Стереть там вот это. А еще что надо сделать? Вот там предел, наверное, будет локальный. Ну, предел это, знаете, жирно. Предел еще. А что будет? Ну, господи, вот кружочек тут нарисовать, правда? Ну да. Выбросить саму точку. Потому что если мы саму точку оставим, то никогда такого не будет. В точке x0 не может быть значения больше самого себя. А вот если выбросить из нашей окрестности точку x0, вот это будет ровно то, что нужно. То есть для любого x из проколотой окрестности x0, естественно, пересеченной с областью определения, значение во всех таких точках, во всех таких x будет строго больше, чем f от x. Ну, естественно, само значение будет называться строгим локальным минимумом или максимумом. Примерчик какой-нибудь графический. Вот какая-нибудь у нас вот такая функция. Вот это у нас единичка, это у нас нолик, это у нас, скажем, минус 2, а это 2. Минус 2 является локальным максимумом. Почему? А мы не знаем, как она себя там ведет. Где? Она себя никак не ведет. Минус 2. Вот это вот как раз, вот это Е. Все, да, мы дальше. Да. Тогда и является. Тогда является, да? Просто в данном случае у нас Е таково, что оно располагается только по одну сторону от числа минус 2. Вот. И более того, значит, видно, что это строгий локальный максимум. И, между прочим, это одновременно и глобальный максимум, но это не важно. Нас сейчас интересует локальный минимум и максимум. Вот это строгий локальный минимум. Так. А вот это что? А это просто локальный максимум. Строгим он не является. А это что? А это и локальный максимум, и локальный минимум. Между прочим, правда? И то выполняется. Меньше или равно, больше или равно. Вот все эти точки, ну кроме вот начальной точки, вот этой вот линии горизонтальной, все они являются одновременно и локальными максимумами, и локальными минимумами. Вот. Если мы хотим говорить в общем о всех минимумах и максимумах, то, чтобы
каждый раз и то, и другое слово не употреблять, можно использовать слово экстремум. Точки локальных минимумов и локальных максимумов называются точками локальных экстремумов. А значения называются, соответственно, локальными экстремумами данной функции. Если нам не важно, это минимум или максимум, просто мы хотим отметить, что вот это какая-то особая точка, да, или больше всех, или меньше всех, то вот используется слово экстремум. Может его строгий или не строгий? Ну, что получится. Можно говорить о строгом экстремуме, можно о нестрогом экстремуме. И еще одно важное понятие. Это понятие внутреннего экстрема. То есть внутреннего локального минимума или внутреннего локального максимума. Вот в наших примерах все экстремумы были внутренними, кроме, собственно, вот значений на концах. Как можно определить точки внутреннего экстремума? Что надо нам тут откорректировать? Собственно, в определении минимума или максимума ничего корректировать не надо. Надо потребовать что-то дополнительное от самой точки. Мало того, чтобы... Кстати сказать, вот вообще это понятие, как вы можете догадаться, имеет смысл только если x0 является предельной точкой E. Потому что если около этой точки никаких других точек, входящих в область определения функции нет, то неинтересно изучать их минимум и максимум. Да, так что, может быть, даже тут вот мы давайте еще добавим одно слово: предельная точка E. Что ж все? Ну, это все для того, чтобы правильно, чтобы, значит, имел разумный смысл вообще, имели разумный смысл все эти понятия. А теперь давайте внутренние. Так вот, x0 будет точкой внутреннего экстремума, если эта точка x0 является не просто предельной точкой E, а если x0 одновременно является предельной точкой E минус и E плюс. А что это такое, мы уже определяли в свое время. Да? Это, ну, по-хорошему, конечно, как я говорил, лучше бы еще уточнить, по отношению к чему берется E плюс и E минус. Ну, вот так. E минус x0 это множество всех x из E, которые лежат левее x0. E плюс это множество всех x из E, которые лежат правее x0. Ну, то есть нужно, чтобы мы могли по элементам множества E подходить к точке x0 как слева, так и справа. Неограниченно к ней приближаться. Вот тогда x0 будет внутренней точкой, собственно говоря, множества E. Ну, нам, значит, важно это понятие использовать для локальных минимумов и максимумов. Внутренней, точкой внутреннего экстремума. Точкой внутреннего экстремума. Почему я обращаю внимание на это? Потому что в теореме Ферма как раз идет речь о точках внутренних экстремумов. Ну, давайте мы эту теорему все-таки сформулируем, потом уже пойдем отдыхать. Так. Так, значит, дана, ну, теорема Ферма. Теорема Ферма. Дана функция f,
действующая из ЕВ x0 точка внутреннего экстремума. Неважно, минимум, максимум. Главное, что точка внутреннего экстремума. И известно, что f дифференцируемо в точке x0. Тогда что? Производная равна нулю. Тогда f' точки x0 обязательно равняется нулю. Вот посмотрите. Вот у нас точка внутреннего локального не написал. Локального написать надо. Точка внутреннего локального минимума. И в ней действительно производная равняется нулю. Это точка внутреннего локального максимума, но в ней функция не дифференцируема, да, в ней нет касательных. Поэтому в этой точке ничего, об этой точке мы ничего сказать не можем. В любой этой точке, видите, все хорошо. Тут, конечно, производная равна нулю. Она вообще в окрестности этой точки является константой. На концах, конечно, даже если функция вроде бы дифференцируема с одной стороны, да, вроде касательная есть, но это не внутренняя точка. Поэтому здесь мы ничего говорить не можем. Нас эта ситуация не устраивает. Нас интересует только внутренний локальный экстрем. Ну ладно, давайте теперь отдохнем.